Всем привет! На днях в интервью информационному агентству ТАСС президент России Владимир Путин заявил, что он не видит поводов называть его царем. Владимир Владимирович объяснил это тем, что он не царствует, а ежедневно выполняет реальную работу. Президент уточнил, что царем, по его мнению, является тот, кто просто сидит на троне, примеряет шапку и смотрится в зеркало. «Это мой зеркальце, скажи, я ли на свете всех милей из великих королей?» Ну, формально ты не король. Телоний. Что дальше? В смысле, пока не король, да? На сегодняшний день в мире существует около 40 стран, где правят монархии, одни из которых обладают всей полнотой власти, а другие лишь выполняют роль номинальных лидеров. Однако, вряд ли кто-то из ныне живущих королей и королев согласится с тем, что его задача лишь в украшении государства. Ну разве что королева Великобритании Елизавета II, которая заняла трон еще при жизни Иосифа Сталина и в свои 30 с хвостиком с удовольствием бездельничает на королевском кресле. Посторонитесь, дайте пройти королеве, пожалуйста. Очень важное сообщение для народа, крайне важное. Чарли, давай. Народ Британии. Моя мама сегодня отметила 60 лет правления. Она уже женщина пожилая, да и я не молодой. А между прочим, Элтон Джон гей. Спасибо вам, конечно, огромное за этот концерт перед Букингемским дворцом, но мы с мамой уснуть не можем, поэтому расходитесь, а? Если не брать в расчет королеву Великобритании Елизавету II, то складывается впечатление, что у Владимира Путина очень странное представление о монархии. Ведь глава России полагает, что царь – это исключительно праздный повеса в лощеном наряде. В то время как даже из школьных учебников по истории видно, что отличительной чертой царя является не только его внешний вид, но главным образом принадлежащая ему пожизненно абсолютная власть. Он лукавый презлым заплатил за предобрейшее, сам захотел царствовать и всем владеть. Срок управления страной Владимиром Путиным уже составляет более 20 лет, и поэтому вполне сравним с монархическим. Президент понимает, что именно на этом основании люди ассоциируют его с царем. Чтобы доказать обратное, Владимир Владимирович заявил журналисту ТАСС, что его столь долгое нахождение у власти вызвано исключительно стечением случайных обстоятельств. Отвечали на этот вопрос. Вы ведь не думали, что это все так надолго затянется? Нет, даже в голову не приходило. Я вообще не думал, что я здесь окажусь. Мне в голову не приходило, и прийти не могло никак. Возможно, Владимир Путин действительно не строит планов о сохранении своей власти, а условия для этого каким-то магическим образом создаются сами собой. То в 2008 году президентский пост займет его помощник Дмитрий Медведев и обеспечит Путину возможность в обход Конституции баллотироваться на должность президента страны на 2 новых срока. То вдруг в 2020 году парламент одобряет предложение первой женщины-космонавта Валентины Терешковой о внесении в Конституцию поправки, разрешающей Владимиру Владимировичу вновь избираться на президентский пост неограниченное количество раз. Я король, просто король, обыкновенный король, хоть пруд-пруди. Ну что, мы понимаем друг друга, чего притворяться? Вы меня, я вас, и не надо хмуриться. Ну чего, живы, здоровы, слава богу. На первый взгляд, такое поведение окружения политика может показаться частью спланированной кампании по продлению его президентских полномочий. Однако, как сообщили в администрации президента, Валентина Терешкова во время полетов в космос вступила в контакт с представителями внеземных цивилизаций и познакомилась с их конституционным устройством. Поэтому кому как не ей вносить поправки в Конституцию России. Что, собственно, она и делает, начиная еще со времен руководства страной генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Ильичем Брежневым. Ну-ка, останови у магазина. Внимание, остановка. Брежнев проедет и выпущу. Что там еще? Отопление завершено. Поток лидера оставьте. Здравствуйте, товарищи. Товарищи, Леонид Ильич поздоровался с вами. Друзья, по российской конституции единственным источником власти в стране является народ. Однако очевидно, что мы абсолютно не знаем, что с ней делать. В результате чего вожди вынуждены комплексовать из-за слишком долгого управления государством и мучиться над тем, как передать свои полномочия преемникам.
Поэтому, может и правда, единственным правильным выходом из этого замкнутого круга будет возрождение монархии в России. Тем более, что фактически она уже и так возродилась. Подписывайтесь на канал «Обо всем с юмором» и пишите в комментариях то, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Спасибо за внимание. Пока.